Шалом, друзья! Знаете, в нашу эпоху, когда все вокруг просто одержимы достигаторством, жизнь очень легко превращается в такой бесконечный конвейер. И вот в этой гонке за результатом многие из нас ловят себя на очень странном ощущении, на таком глубоком парадоксе. Получается, что чем усерднее мы строим что-то для Всевышнего, будь то служение, бизнес или даже семья, тем выше риск в этой суете потерять самого хозяина этого дома. Давайте разберемся, как этого не допустить. Сегодня мы с вами изучим один древний духовный чертеж. Он показывает, как создать пространство для Божьего присутствия и при этом, что называется, не сгореть на работе, в огне собственной деятельности. Это и есть та самая архитектура покоя. Это состояние, его можно назвать болезнью святой суеты. Это когда мы начинаем верить, что наше служение, оно настолько важное, что Бог как бы простит нам, если мы пожертвуем временем с Ним ради работы для Него, понимаете? Мы путаем бурную активность с настоящей плодовитостью и рискуем построить не Божью обитель, а просто памятник собственному эго. Чтобы понять Божий замысел, давайте заглянем в книгу «Шмот» или «Исход». Вспомним величайший святой проект всех времен. Это строительство Мишкана, скинии. Особого места, где Божья слава, его шхина, должна была обитать прямо посреди людей. Представляете, какой это был проект? Он потребовал невероятных усилий и высочайшего мастерства. Но вот что просто поразительно. Прежде чем дать чертежи для этого грандиозного строительства, Всевышний дает совершенно другую заповедь. Заповедь о полном, абсолютном покое. Он устанавливает шаббат. И в оригинале это звучит как шаббат-шаббатон, буквально суббота-суббот. То есть это не просто выходной, это покой в высшей степени. И вот тут-то и возникает ключевое напряжение. С одной стороны, Бог говорит «постройте мне дом», а с другой тут же повелевает «остановите вообще всякую работу». Смотрите, Мишкан — это святость в пространстве, а шаббат — это святость во времени. И Тора очень ясно расставляет приоритеты. Святость времени идет перед святостью пространства. Дело для Бога никогда не должно становиться важнее самого Бога. А теперь давайте перенесемся в Брит Хадаша, в Новый Завет. Там мы находим историю, которая на первый взгляд, просто переворачивает все это понимание с ног на голову. И как будто бы даже бросает вызов самой святости шаббата. Представьте картину. Талмидим, ученики Иешуа, идут по полю и срывают колосья в субботу, чтобы просто утолить голод. И тут же прушим, фарисеи обвиняют их в нарушении заповеди. И вот в ответ Иешуа произносит эти знаменитые слова. И тут, конечно, возникает главный вопрос. Как это вообще согласуется с повелением Торы о святости шаббата? На самом деле, Иешуа здесь не отменяет заповедь, совсем нет. Он раскрывает ее истинный смысл, выстраивая правильную иерархию ценностей. Он им напоминает, как царь Давид, спасая свою жизнь, съел священные храмовые хлеба. Смотрите, какая логика. Если спасение жизни человека важнее правил храма, а само служение в храме имело приоритет над правилами шаббата, то все становится на свои места. Человек важнее храма, а храм важнее шаббата. Высшая цель любой заповеди — это жизнь и благополучие человека. И вот здесь мы подходим к самому сердцу всего этого откровения. Дело в том, что Иешуа не просто толкует Тору, он сам является ее живым воплощением. Он и есть разрешение этого великого парадокса. Помните, в Евангелии от Иоанна сказано, что Слово стало плотью и буквально раскинуло скинию среди нас. Машех — это и есть то самое слово, которое стало живым мишканом, и он же воплощение истинного покоя, он господин шаббата. Именно в нем мы обретаем не просто временную остановку, а постоянный внутренний покой, ту самую внутреннюю скинию, где живет Дух Святости, Руах Акудеш. И это, конечно, фундаментально меняет всю нашу парадигму. Все переворачивается. Мы больше не пытаемся своими делами как-то заработать принятие Бога, потому что главное скиния, наше искупление уже построено им самим. И теперь наш шаббат — это состояние сердца, которое доверяет не собственным усилиям, а его совершенному труду. Мы начинаем строить из покоя, а не из страха и дефицита. Хорошо, это все важные духовные истины. А что на практике? Как же применить эту архитектуру покоя в нашей с вами повседневной жизни? Давайте сначала посмотрим, каким должно быть сердце строителя, а потом разберем 5 очень конкретных принципов. Очень интересно, что Тора описывает 3 состояния сердца у строителей скинии. Первое — это насав лев, сердце, которое горит, это божественное вдохновение. Второе — надив лев, щедрое сердце, готовое жертвовать. И, наконец, третье — хахам лев, мудрое сердце, которое соединяет мастерство с духовным пониманием. Послание очень ясное. Всевышнему важна не просто работа, а работа, которая сделана с мудростью и посвящением. Итак, вот 5 практических принципов. Первое. Установите свою священную остановку. Найдите время для Бога, для семьи, для восстановления. Второе. Регулярно проверяйте свою мотивацию.
Спросите себя, я делаю это из вдохновения свыше или из страха? Третье. Следуйте стандарту Бецалеля, главного архитектора Скинии, то есть стремитесь к совершенству в своем деле. Четвертое. Практикуйте прозрачность, как Моше, который отчитался за каждый пожертвованный шекель. И пятое, самое главное, всегда фокусируйтесь на присутствии. Ведь если в здании много красоты, но нет места для тишины и молитвы, облако славы туда не сойдет. Вся наша жизнь — это, по сути, танец между движением и покоем. И все искусство в том, чтобы не бежать впереди Всевышнего, но и не отставать от Него, настроить ритм своего сердца на ритм Его водительства. Шаббат — это не просто перерыв в работе, это наш духовный компас, который не дает сбыться с пути, пока наши часы отсчитывают время. И в конечном счете вопрос ведь не в том, чтобы перестать строить, а в том, чтобы строить из Его покоя, так, чтобы в нашем творении всегда оставалось место для славы Творца.